И всем здравствуйте, мы находимся на китайском сервере, у нас здесь первая неделя, уже закончилась континентального испытания. Давайте посмотрим, что за команды здесь у нас были актуальны, какой урон они наносили. Но прежде чем смотреть команды, давайте посмотрим кое-что еще. Если донатить хочется, а переплачивать нет, то есть сервис донатов нет. Это сервис по донату не только в нашу любимую ДХ-шечку, но и во многие другие игры. Причем с адекватными ценами, часто ниже, чем если покупать напрямую в самой игре. Кошелек скажет спасибо, ну а на сэкономленные средства вы, конечно же, сможете задонатить еще. Разве это не замечательно? Ну и каждый донат также дает возможность поучаствовать в розыгрышах на сайте или телеграм-группе, которые проводятся на регулярной основе. Также помимо доната можно пополнить Steam, PlayStation Store и другие сервисы. Все в одном месте. А если вдруг возникнут вопросы, всегда можно обратиться к службе поддержки, которая оперативно вам поможет. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и получай скидочный купон на первую покупку. Итак, у нас здесь доступны вот такие вот боссы. Интересные, да, правда, единственное, что я не читал, не переводил их специфику, их особенности. Давайте посмотрим, что же у нас происходило в первую неделю. Это у нас топ-1 игрок, он везде у нас последние сезоны занимал первое место. Он еще и такой китенок, китяра, потому что у него уже Сетсидис плюс 5, у него уже есть Бип-Бип, то есть он себе мало в чем отказывает. И первую неделю били, получается, Фелисити, босса, и Фелисибердо. Не пугайтесь сразу, что здесь Маштур и что здесь Бип-Бип, они здесь не обязательны, то есть дальше вы это увидите. Итак, давайте посмотрим, разъедание у нас через Сетсидис. Плюс 5 она полностью в урон. Рук обычный рук, кстати, ускорение я не посмотрел, ускорение навыков у него здесь плюс 5, то есть, можно сказать, его нету. Донатный артефакт, здравствуйте, Сакридей у нас тоже в урон, хотя одет-то довольно-таки плохо. 60% крит шанса, ну 73%. Маловато, такой вот набор мификов. Здесь у нас Рейта, опять же, без крит шанса, но с ракушкой. Ускорение 13 единиц. И новый эксклюзивный герой поддержки Бип-Бип. Это вот крутой очень сет, он там сильно урон увеличивает. Ну, он тут обычный, то есть просвещенность, точность, немножечко ускорение навыков. Ну, мне кажется, это даже от сета. Да, 20 единиц ускорения дает сет. Понятненько. Код у него обычный код. Здесь у нас Фелисибердо, да, и команда горения. Точности 96, совсем мало, интересно, без точности играл. Хотя параметры довольно-таки высокие. И здесь я думаю, что у него с 4-го сезона 2-3 вещи. То есть верха он тоже отдал, передавал. Здесь у нас Карф. Много атаки. Вот этот мифический предмет, он раздает 15% защиты и атаки. Поэтому тот, кто его носит, да, обычно у него задрана вот эта атака, чтобы раздавать больше. Пайкстон здесь точности прям с избытком 483, ускорения нету, просвещенности нету, атаки нету. Просто обычный Пайкстон, без всяких нюансов. Маштур, точность немного, 64 ускорения навыков. Крит урон зачем-то, ну, видимо, у него с перчаткой проблема, вот на этот сет. Ну, а так, вроде бы обычный Маштур, только одет во что попало. И вот этот новый эпик, причем сбора, да, почему он здесь, учитывая, что связь стихий нарушена, то есть не плюс 5. Потому что у него здесь в абсолютном навыке увеличение получаемого урона этими противниками на 25%. Поэтому он здесь. Видимо, профит от него больше, чем от связи стихий, учитывая, что первая неделя связь стихий еще не сильно прокачана. Ну а, собственно, живучести, я так понимаю, этой команде хватает с запасом. Тот же самый код. Топ-2. Здесь у нас Агок. Вообще Агок красавчик, потому что он всегда заменяет, как видим, редких эксклюзивных героев. Что Рейту он заменял, неплохо очень даже. Что здесь Бип-Бип. Урон, можно сказать, одинаковый. Ну и Натаниэль тоже красавчик. Без талантов. Заменил Маштура. То есть с живучестью здесь вообще, я так понимаю, на этом боссе проблем нету. Давайте посмотрим, как он здесь одел. Тоже донатный артефакт. Точности совсем мало, 190. Но зато атаки побольше, чтобы он раздавал побольше. Здесь ровно 100. Побольше атаки, чем у прошлого игрока, но поменьше крит урона. Но в итоге видим, что сам урон, можно сказать, такой же. Тот же самый эпик и Натаниэль в просвещенность. Правда, 150 просвещенности, не то чтобы много. Рок. Ускорение навыков 64, чтобы он успевал 18 секунд ходить. И код. Так, разъедание.
Ускорения навыков нету. Ни у кого. 127 ускорения, просвещенности 91, сопротивление 372. Ага. И поэтому, я так понимаю, Сакредею одевают максимум в атаку, плохо собирая критический шанс и критический урон, чтобы она побольше атаки раздавала. А то я раньше гадала, зачем же ее в атаку одевают и где у нее крит шанс. Видимо, вот так вот выгоднее. Ну, здесь у нас уже похуже показатели, 970. Давайте пролистаю. Может быть, это человек без донатного артефакта? Сейчас мы это увидим. Нет, с донатным артефактом. Но урон получился поменьше. А здесь у нас ледяной взрыв с джином. Он уже 6 талантов джину вкачал, хотя у нас коллаборация только вот-вот идет, заканчивается. Но у него уже джин с 6 талантами. Донатный артефакт, куда же без него, 6000 атаки, который он, я так понимаю, раздает, да. Эурион с сопротивлением и с плащом, 4 мифических предмета поддержки. Шина на разломе и на еще одной раздаче атаки. И Фридгунда. 149 крит шанса. Уже успел собрать, ничего себе. Здесь у нас показатели похуже. Но здесь у него и критический урон похуже, хотя 46 ускорения навыков он собрал, видимо, чтобы ударить один дополнительный раз. Но урон в итоге все равно получился довольно-таки слабеньким. По сравнению с остальными, ну, 300 миллионов это довольно-таки большая разница. Точности 117. Здесь 500. Ну, в общем, одинаковые команды. Одинаково собраны. Единственное, что разный урон и есть разные пробуждения. 5-й человек. $960 миллионов. Вроде бы неплохо, но... Вроде бы мог бы и больше, но не смог. И снова ледяной взрыв. Только Фридгунда уже плюс 3. И, наверное, дальше мы не будем углубляться в команды, пока не увидим какой-то интересный вариант. Потому что здесь команды повторяются, и время тратить на это смысла я не вижу. Давайте быстренько пролистнем, тем более, что урон здесь сильно хуже стал уже, а команды те же самые. Видим совсем плохие показатели. Впихнули анализис, но это не помогло. Здесь вообще 400. Здесь 200. 265, кстати, ударил Фурбата. Давайте посмотрим. Билдель без пробуждений. Фридгунда тоже. Выбрал оленя. Кстати, с 6 талантами его уже сделал. Не знаю, может быть, этот урон нам пригодится. А может быть и нет. 274, но здесь уже билдель плюс 5. Билдель плюс 5, билдель плюс 1, а урон одинаковый. Ведь так, да? Я же правильно понял? Ну да, без билдель без пробуждений. Ничего себе у них разница, конечно. Так, этого я уже смотрел. Так, рук без пробуждений, Сецидис одна, да? И Сакредея даже плюс 1. Ну, давайте проскочим его. Ну, 230, конечно, маловато. Даже с учетом того, что рук без пробуждений, все равно маловато. 295. А, ну крит шанса нету. На что мы тут смотрим? Кошмар. 295. Ого, у него даже вот этот есть. Как он его получил? Они же тоже 5-й сезон... А, у нас же 5-й сезон успел начаться. И через неделю закончился. Возможно, он в 5-м сезоне ему повезло, и он его успел забрать. Но при этом использовать он его, я так понимаю, не научился. Учитывая урон, а может быть не с кем. Билдель у нас... О, даже без артефакта! Ну вот этот уже поинтереснее. Причем он бил Фелисити, а не Фурбата. Это мы посмотрим, 295. Без артефакта, я думаю, что это неплохой показатель.
как альтернатива. Так еще и олень, да? Обращу внимание с ускорением. Те, что ниже топа 10, тут уже начинается полная фигня. Единственное, что вот такие вот команды могут попадаться. Но мне кажется, 200 миллионов с помощью Лильванис, ну, кстати, без артефакта даже. Ну, можно, наверное, нанести в любом случае. Давайте я покажу, мало ли у кого прям бюджетный вариант нужен будет. Не все, да, имеют сильные аккаунты, в том плане, что многие игроки будут переноситься там с первых, со вторых сезонов, поэтому вполне себе, возможно, актуальная будет сборка. 200, ну, мы видели получше вариант, который набивал 295, причем без артефакта, да, как вот здесь, кстати, тоже. Поэтому здесь уже смотреть не будем. Посмотрим через недельку, что у нас здесь будет на второй неделе. Ну, а пока что все. Всем большое спасибо, всем удачи и всем пока.